Кардинал Чезаре Борджи, как вам костер тщеславий? Не стойте так близко, а то Мазетта загорится. А вы, сеньор Макиавелли, принесли сюда свои труды? Клянусь, мы придем к вам, найдем их и сразу придадим огню. Джероламо Савонарола считал, что высокое искусство и светская литература – главные рассадники греха в человеческом обществе, и призывал избавляться от них. Для борьбы с беснующимися, как называл Савонарола, грешников, он организовал отряд мальчиков, которые врывались в дома, чтобы посмотреть, как люди там соблюдают 10 заповедей. Мальчики Савонарола отбирали игральные карты, картины, музыкальные инструменты. Все это потом было предано огню. В костре тщеславия сгорели произведения великих мастеров, а вместе с тем закончилась эпоха Возрождения. А вот и Боттичелли. Годы работы сгорели за миг. Пламенный проповедник, настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции, пытался наставить людей на единственно правильный, по его мнению, путь. И, как часто бывает, слишком увлекся и даже бросил вызов римскому папе, обвинив того в самых тяжких грехах. Господь, Мы верим. мне свидетель. Я не признаю безбожного Александра VI папой римским. Он не христианин. И он не верует в нашего Бога. Савонарола пошел против правил, ведь обвинять и судить за духовные преступления могла лишь святая инквизиция, и она не простила фанатичному монаху покушения на высшую власть. Вы подвергаетесь порицанию Папы Римского и лишаетесь права проводить службы и читать проповеди. Иначе вас обвинят в ереси. Спасибо его святейшеству. Передайте ему, что этой бумагой я подотрусь. Его поместили в тюрьму и перед судом страшно пытали, а эта инквизиция умела делать очень хорошо. Священная инквизиция находит тебя виновным в ереси. Нет, свой тяжкий грех ты окупишь кровью. Искупление грехов кровью перед церковью в средневековой Европе было возможно даже после смерти. А оправдательный приговор в суде инквизиции – редкость, не больше, чем 1 из 1000. К тому же оправдание не означало, что проблемы обвиняемого заканчивались. При малейшем подозрении он мог снова быть привлечен к суду, и тогда уже на снисхождение рассчитывать не приходилось. Самое распространенное наказание – казнь на костре – аутодафе. Тот случай, когда живые позавидуют мертвым. Церковный орган инквизиции появился в католической Европе в начале XIII века. Его главной функцией было выявление, расследование и пресечение еретических учений, отклонявшихся от канонического толкования христианской веры. В то время они составляли серьезную конкуренцию официальному католицизму. Руководство особым органом поручили монахам Доминиканского ордена. Именно доминиканцы, потому что являлись таким наиболее аскетическим, если не брать еще францисканцев, орденом. Название их ордена, оно происходило от святого Доминика, потом уже нашли там созвучие с Доминиканис, то есть псы Господни. Наибольшего могущества инквизиция достигла в 15 веке на территории современной Испании, земли которой объединил династический брак королевы Изабеллы Кастильской и короля Арагона Фердинанда Католика. С разрешения римского папы созданные ими органы инквизиции должны были следить за чистотой веры среди новообращенных христиан, евреев и мавров, а также разоблачать колдовство и наказывать ведьм. Вы признаетесь, что использовали сатанинские штучки, чтобы совращать людей? Да. Назовите конкретные поступки. Я не могу вспомнить. Человек, сознавшийся в ереси, как правило, получал прощение от церкви, но лишался общественного статуса и имущества. Не сознавшихся, продолжавших упорствовать, церковь отпускала, то есть передавала обвиняемого в светский суд, который уже исполнял смертный приговор. Церковь, она не имеет права отбирать самое ценное, что даровано Господом человеку, а именно его жизнь. Церковь, на самом деле, выносила свой приговор и рекомендовала светским властям то, что по-хорошему, вы знаете, по совокупности вины, следует поступить вот так. Первым великим инквизитором был монах-доминиканец Томмазо де Торквемада. Именно его имя стало нарицательным, означавшим человека властного и жестокого, не знающего жалости к противникам веры. При нем количество дел по разоблачению еретиков выросло в несколько раз, как и число смертных приговоров. Пусть же враг нашей церкви будет проклят в соответствии с нашими законами. Священная инквизиция, да здравствует священная инквизиция и брат Торквемада.
При Торквемаде стало обычным делом сжигание книг, что в общем неудивительно, когда практикуется казнь через сожжение людей, которые всего лишь в мыслях решили усомниться в деяниях инквизиторов. Преемники Торквемады продолжали его политику, но уже более умеренно. На выжженном инквизиции поле еретиков почти не осталось, а иноверцы к тому времени уже покинули Испанию. На самом деле, допустим, инквизиция не верила в колдовство, как бы нам сейчас и странно не звучало. И им приходили и говорили: а вот у нас соседка колдунья, давайте ее сожжем. А там сидел инквизитор и говорил: да господи, слушайте, ну какая колдунья? Ну давайте приводите. Ну приводили, так и так, в общем, отпускали, все, одна церковь оправдана. Благодаря инквизиции католическое духовенство и власти достаточно серьезно поправили свое материальное положение, ведь имущество осужденных изымалось в пользу церкви и короля. А вот для экономики Объединенной Испании последствия изгнания евреев и мавров были печальными. Наука, культура, промышленность пришли в упадок, и это растянулось на столетия. Впервые указ о запрете инквизиции в Испании и конфискации ее имущества издал Наполеон Бонапарт в начале XIX века. Позже инквизицию отменили в других странах Европы, кроме Ватикана. Там она до сих пор существует, но уже в безобидном виде конгрегации доктрины веры, комиссии, которые занимаются вопросами веры и морали среди самих священнослужителей.